Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина влюблена в вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Но здесь даже, понимаете, даже слов не нужно. Здесь сама карта отвечает за ваше состояние. Это может проигрываться довольно такая плачевная, очень печальная ситуация, связанная с разрывом, с разводом, с увольнением. Это ситуация, когда вот кому-то жизнь не мила от того, что произошло. Это кардинальные перемены, которые причинили безумную боль. У каждого это будет проигрываться по-своему. Да, вот у большинства из вас это связано вот с разрушением семьи. Это разрыв, развод, причем довольно болезненный для вас. И теперь вот вы пошли по жизни совершенно один. Вы пошли по жизни после того, что произошло, именно в состоянии глубочайшего такого одиночества, да, когда нет рядом любимой женщины, которую вы потеряли, когда эта самая любимая женщина, которую вы любили, боготворили, нанесла вам вот эти вот 10 ножевых ранений, так сказать, да. Это состояние, когда вот вами манипулировали, когда ты понимаешь, ты как будто прозреваешь, что елки-палки, тобой манипулировала женщина, которую ты любил, в которую ты вкладывался, и плюс которую ты считал вообще чуть ли не своей судьбой, да, и планировал даже, ну, прожить долго и счастливо до конца жизни. Поэтому вы сейчас вообще как-то на женщин других абсолютно не настроены. Скорее может даже проигрываться у некоторых какое-то отторжение вот женщин, отношений с женщинами, да. Это обозленность, это обида, это такой глубокий такой душевный осадок после того, что произошло. Да, вы можете флиртовать, да, вы можете иногда для здоровья там прыгать налево, направо и так далее. Но вот именно то, что касается серьезных отношений, вот сейчас у вас и настроя такого нет. Потому что вот именно все идет из прошлого. Опасения, недоверие, вот эта боль. Даже я бы сказала больше, что боль вот эта вам не дает покоя. Осадок, который остался от прежних отношений. Несмотря на то, что вы человек очень такой хладнокровный, да, вот в каких-то моментах вы хладнокровно можете, ну как, отсечь человека, даже которого любите. Вот так произошло и в вашей семье. Несмотря на то, что вы безумно любили вашу женщину, вы просто отрезали ее, да, вот именно вот рубанули с плеча, отрезали человека, который был для вас центром вселенной. Вот вы можете по жизни совершать такие поступки, вот резкие, кардинальные. Вы долго терпите, но потом вы обрубаете все концы, и все, человек для меня умер. Вот в таком плане, да. Вы, кстати, довольно неплохо, точно так же, если вам нужно, вы умеете и как-то вот с элегантца так и людьми манипулировать, но опять же, если вам это надо, не в отношениях, не в каких-то корыстных целях, но есть у вас такой навык, вы очень целеустремленный, особенно это касается вот какой-то вот работы, деловой, денежной сферы. Особенно если у кого-то там свой бизнес, серьезные такие какие-то фирмы, может быть. Вы умеете так и лавировать, и дипломатично общаться. Есть такие у вас навыки. А вообще я вам скажу такой секретный секрет. По большому счету, если так по-честному, да, так на ушко вам расскажу, люди по жизни все всегда всеми манипулируют. Ну реально, ну люди манипулируют. Кто-то в корыстных целях, кто-то во благо манипулирует. Но по большому счету, если этого бы не было, то здесь бы все уже поубивали друг друга, да, вот если бы так правду матку всем всегда и везде. А так как-то стараются, да, где-то смолчать, где-то увильнуть, где-то что-то, знаете, вот не делай мне больно называется. Поэтому вот такие пироги. Смотрим дальше. Что здесь еще у вас творится, ребятушки? Так,
Ну, хреновенько вам. Хреновенько, опять же, повторюсь, поскольку это общий расклад, кто-то сейчас пребывает в этом настроении, в таком вот состоянии, когда ничего никого не хочется. Кто-то из вас уже вот недавно пережил его, но осадочек-то подостался. Вот я не вижу каких-то активных действий с вашей стороны в сторону женщин, в сторону того, чтобы познакомиться как-то, да. Ну, может быть, там пофлиртуете, улыбнетесь. Ну, не более того. Вот я не вижу особого желания проявляться. Вот больно вам, обидно вам, вот есть осадок. Хотя, в принципе, я уже вижу, вот есть такое в будущем у вас зерно позитива. Мы сейчас посмотрим, что у вас будет дальше, да, и какая женщина пришла к нам на расклад, которая ваша тайная поклонница, которая влюблена в вас, да, может быть, она вас спасет из такого состояния. Так, что за женщина к нам пришла? Вы ее знаете, но какой-то период вы с ней не общаетесь. Может быть, это у кого-то это бывшая любовь, у кого-то, может быть, вы учились вместе, у кого-то, я не знаю, там, может быть, роман был с ней когда-то. Ну, то есть это было общение, которое оборвалось по той или иной причине. У кого-то это может быть даже, я не знаю, там бывшая сотрудница, бывшая соседка. Ну, то есть намек вы поняли, да? Где-то вы общались, но в последнее время перестали. Эта женщина довольно моложавая, она уверена в себе, она стройная, она хорошо зарабатывает, она вот когда женщины такого типа идут по улице, им вслед оборачиваются. Она очень привлекательная. Есть такие, знаете, вот какие-то манящие женщины, какие-то особые флюиды, что ли, в них. Что реально даже женщины иногда засматриваются на таких вот красоток. Так, что же еще за женщина эта, да? Чем она дышит? Она очень страстная. Я не исключаю, что у вас с ней либо был роман, либо же немного не дошло до романа, но то, что она симпатизировала вам, это однозначно. Плюс вы тоже, кстати, ее отмечали в свое время, что она довольно неплохая, хороша собой. Это женщина, которая нацелена на серьезные отношения. Ей бы хотелось с вами вот именно иметь отношения, такие серьезные, стабильные, не просто там интим, а вот именно стабильность, да, у кого-то это в семью может перейти, конечно же. Но есть у нее некоторые страхи по поводу этого. Что за страхи? Почему? Она боится, что вы ее отвергнете. Вот она как-то вот затихла, да, может быть, даже это одна из причин, почему вы перестали общаться. Вот она не хочет быть отвергнутой. Она проявится через какое-то время, это однозначно, но это будет какое-то очень такое осторожное, робкое проявление с ее стороны. Причем у вас будет очень бурный интим с ней. Это будут отношения, которые, знаете, вот они будут и бурные, и страстные, и плюс подключится любовь. Без любви ведь никуда. Вы ведь помните, что без любви вы нигде, ни с кем, и это все не то пальто. Вот с ней вы почувствуете себя именно, знаете, вот настоящим императором, что ли, победителем таким. Вот она настолько вас окрылит, вот она вдохнет в вас жизнь. Вот если сейчас, вот вы, да, вот, либо еще совсем недавно были в таком вот плачевном, убитом состоянии, когда ничего никого не хотелось, вот она объявится очень неожиданно снова в вашей жизни, она просто ворвется вот как ураган, вот торнадо. Это будет абсолютно переменчивый такой, знаете, период в вашей жизни. Это наступят перемены кардинальные. Вы уже не будете так жить, как прежде. В хорошем смысле слова, да. Вы забудете, что вы грустили. Причем вот вам почему-то вот бывшая вам покажется как какой-то кошмарный сон. Вот настолько эта женщина вас окунет в мир любви, в мир страсти. Она покажет, как бывает, как может быть, да? Вот она давно так положила на вас глаз. Она, в принципе, давно в вас влюблена была.
Может быть, кто из вас это и заметил, кто-то нет. Опять же, помним, что это общий расклад. Но когда здесь у вас перейдет вот именно из страсти перейдет в любовь, то здесь мало не покажется. Это и недоспанные ночи, это и такой какой-то, знаете, вот зашкаливающий адреналин и тестостерон. Я думаю, все знают, что такое тестостерон, половой гормон, да, который кипит, бурлит, и которого хочется все больше и больше, да, чтобы этот тестостерон не кончался, да, чтобы он не подвел, не подкачал. Причем, вот знаете, я думаю, многие из вас могут сейчас засомневаться, что да, очередная сказка, да такого быть не может. Ну, вы знаете, ребята, очень часто сказки бывают былью. Поэтому кто во что верит, то и получает. Вы знаете законы Вселенной, вы знаете то, что мы говорим, то, что мы думаем и делаем, это все материализуется рано или поздно. Просто нужно правильно думать, нужно правильно мечтать и желать. Но это уже совершенно другая история, да, как правильно желание загадывать. Итак, что же еще будет такое напоследок? Так, ну вот однозначно. Снова у нас выпадает, ну вы себя просто, вот у нас уже карта императора просто. Вы с этой женщиной будете чувствовать себя вот реально вот каким-то вот суперменом, лидером, да, вот я не знаю еще какие слова подобрать, ну то есть Человек-паук не буду говорить, потому что, ну, по зданиям лазить вы точно не будете. То есть, понимаете, вот я даже не знаю, меня настолько сейчас переполняют эмоции, я не могу даже как-то вот слова подобрать. Вот настолько идет мощная энергетика от расклада, настолько идет какая-то кайфовая такая энергетика, что я думаю, вот многие из вас удивятся той жизни, которая вас ждет. Если вот смотрите, если вы сомневаетесь в чем-то, да, вот вы хотите вроде бы женщину, но вот появится, не появится, надо, не надо. Понимаете, вам и Вселенная, конечно же, не пошлет женщину. Если вы настроитесь на позитив, если вы настроитесь на то, что в вашей жизни все-таки появится такая женщина, да, если вы будете верить, воздается по вере, как вы знаете, то, конечно же, сама Вселенная будет способствовать тому, чтобы вы встретили именно такую женщину. Вот мечтайте, намечтайте себе женщину. У каждого это свои предпочтения какие-то, да. Кто-то любит блондинок, кто-то брюнеток, кто-то толстеньких, худеньких, кто-то лысых любит, может быть, без зубов. Это такое дело. Но, тем не менее, вот мечтайте. Это, знаете, вот говорят, да, мечтать не вредно, но тем не менее, ну, есть масса примеров, и я из своей жизни даже знаю это. Вот именно то, что вы хотите, о чем вы мечтали, вы получаете. Кто-то раньше, кто-то позже. У Вселенной свои правила, да, свыше они видят, когда вы готовы к новой женщине, именно внутренне готовы. Я в своих видео об этом уже неоднократно говорила, что если человек внутренне не готов к отношениям, конечно же, ему не пошлют женщину. Когда человек уже трансформировался, когда пережил, переболел вот эти все свои страдания, разочарования, да, когда отгоревал свои разводы, все эти, тогда, конечно же, посылаются какие-то новые отношения, да, вот серьезные отношения. Там наверху это все видят, они лучше нас знают, где, что, как и когда нужно. Поэтому, ребята, я вас могу только поздравить. Один вы не будете, это однозначно. У вас будет потрясающая и женщина, и любовь, и такой жаркий интим, о котором вы, наверное, уже многие подзабыли. Даже вот знаете, как говорят, многие мужчины, которые думают, что уже все, да, уже 5:30, уже ни с кем ничего не смогу, а появляется любовь, появляется новая женщина, совершенно другие ощущения. И эти 5:30 превращаются в 12:00. Понимаете, о чем я?
Поэтому очень много в нашей жизни еще, кстати, приобретенной импотенции. Приобретенной, я имею в виду, что эмоциональной, да, вот кто из вас думает, что уже все, там уже Бобик сдох, уже все, пора на свалку. Нет, ребятушки. Есть моменты, которые именно психологического характера. У кого-то это было обидно сказанное слово, кто-то колкость какую-то ниже пояса сказал из женщин, да. Потому у вас вот как пунктик в мозгах, может быть, остался какой-то вот комплекс после этого. С этим нужно, конечно же, бороться со специалистами, если не получается никак по-другому. Поэтому я не вижу никаких таких предпосылок к печали, абсолютно. Я не вижу никакого такого печального будущего, скорее наоборот. Поэтому я обращаюсь особенно к тем, кто пессимистически настроен, кто думает, что все, уже полшестого, уже ни с кем ничего не смогу. Да нет, ребятушки, вы все сможете. Главное верить, надеяться и ждать ту единственную, которая станет вашим новым центром Вселенной. Чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!